Так, у нас сегодня такое дождливое утречко. Мы так вот уже прям целенаправленно никуда не поехали. Сейчас пойдем купаться. Ну, я купаться не буду, Юлька будет сейчас нам показывать режим моржа. Вот. Бабушки плучка снимает. У нас сегодня последний день в Макарске. Сейчас пойдем в саму Макарску посмотрим. Да, действительно, это печально. Это печально. Хотелось бы реально вот еще, может, месяцок. Месяцок. Я бы еще месяцок хотел. Годик. Годик. Не, ну хз. Не, ну сейчас просто хорошо, здесь солнечно, сегодня дождь был, но еще добавило какого-то даже такого этого. Сейчас так облачно, классно. Вот. Сейчас вот пойдем в саму Макарску хоть посмотрим, а то мы там даже не были еще ни разу. Идем в Грот. Юля предлагает потом пойти в Брод. Ух ты! Прикольно. Когда-то здесь был бар. Да стоп, не, ну может быть это такая была. Типа не бар-бар, но возможно кто-то это мутил какую-то деляну. Ну да. Так здесь же даже система вентиляции была. Там стояла. Но походу я не знаю, что-то здесь случилось. Может быть стеклянный пол здесь был. А? Стекло. Здесь стекло раньше было. Макарска начиналась как римский порт Муцурум. В средние века здесь вырос город вокруг гавани. В 17 веке на центральной площади построили кафедральный собор Святого Марка и рынок. А в начале 20 века по набережной уже гуляли первые туристы. В 1908 году на мысе Святого Петра появилась каменная церковь, и местные моряки приходили сюда перед рейсом. Местные кухни. Тут прошутто, тут сыр с трюфелем. Это, значит, местный деликатес. На трассе, кстати, тоже очень много магазинов. Когда едете в сторону, допустим, мы ехали... Куда мы ехали? Мы видели очень много магазинов с трюфелем. Ну это в горной части было. В КРК, а не в КРК. В общем, А? куда-то мы ехали, и там прямо было очень много магазинов с трюфелем, где можно купить прямо этих грибов и попробовать. Потом конфеты. Это местный лимонад, вот это 2 баночки, а это карловацкое пиво. Другого мы здесь
в магазинах не нашли местного. Ну, сносное, в принципе. И очень много у них вот таких вот всяких орешков, сухофруктов в сахаре. Вот. Ну вот и все. Сегодня у нас уже последний день, когда мы на море. Сейчас уже мы с Тимкой пошли погулять. Вот, и все, уже будем двигать домой. Ну как домой? По направлению к дому. Нам до дома еще 3 дня, поэтому... Типа, фу! Что ты уже там ешь? Главное вовремя сейчас вступить. Через 3 такта вступаем. Ну что такое, какая-то странная версия. Куда-то все подевались вдруг. Я попал в какой-то не такой круг. И я хочу пить, я хочу есть, и я хочу просто где-нибудь сесть. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти. Ну что, ребятушки, всем привет! Сейчас мы находимся в городе Карловац. Вчера получилось так, что мы особо ничего не снимали, потому что выдался очень-очень непростой денек. И одно из самых ярких событий, мы пытались его заснять, но почему-то камера отказалась снимать. Это то, что вчера на скорости 130 на трассе мы в колесо, в заднее, ставили вот такой болт. То есть вот он, вот на размером почти с мой палец. Короче... Ну, там в целом повезло. Мы сразу смогли съехать с трассы, заменить, поставить запаску. И через 7 километров была шиномонтажка. Ребята в шиномонтаже, когда увидели вот этот болт, они сказали, что это самый вообще большой предмет, который когда-либо видели, который пробивает колесо. Колесу все, короче, колесо мертво. Потому что как достали этот болт, там дырка, она не затянулась, там прям как будто пуля попала, дырень такая. Вот, ребята мне поставили в итоге за 40 евро они мне поставили какое-то колесо, оно в итоге еще оказалось зимним, вообще просто левое колесо, просто чтобы доехать до Польши. Вот, в общем, такие дела. И вообще вчера денек такой был какой-то супер пасмурный, супер непростой, поэтому все, конечно, такое себе. Вот, ну, да. Вот. Конечно, жалко колесо, новое колесо из комплекта, короче, весь комплект стоил $1000, и вот одно колесо и минус, так что сейчас надо будет новое покупать. Ну, благо сейчас конец сезона, и можно поставить просто зимнее. Покажу наш домик в Карловаце. Итак, заходим. Сразу же нас встречает Тимофей. И вот такой бак с чем, я не знаю с чем. Что это такое? Это как этот флорариум в банке. Только сейчас его заметил, кстати. И первая комната, вот такая основная. Такой запах здесь такой, как вот на даче бывает. Такой вот пахнет печкой, потому что там действительно вот печь есть. Вот, в доме очень-очень тепло. И действительно, это, наверное, самое лучшее. Юля вчера сказала, что это самая комфортная домка, в которой мы за это последнее время были. И действительно это так, потому что я первый раз спал вообще как убитый, как дома. Было хорошо, тепло. Все такая однокомнатка. Вот с 2 кроватями. Ну и, собственно говоря, вот и весь дом. И весь дом. Значит, наша дорога домой проходит через город Карловац. Вот. И тут город сам мы не посмотрели. Я не могу сказать, что он тут нету чего смотреть. Тут есть и замок, и старая часть. В принципе, наверное, есть и прогуляться. Вот. Но мы уже, похоже, немножко подустали. Вот. На улице такая мерзкая погода.
идет дождь. Вчера целый день шел дождь. Выехали мы из Карловаца, проехали мы уже всю Хорватию, проехали, проскочили, я бы сказал, пролетели Словению, и вот сейчас въехали в Австрию. Интересен тот факт, что когда мы заезжали, ну блин, если бы видел только я думал, что мне показалось, потому что когда мы выезжали и на въезд в Словению, и на въезд в Австрию были очереди, но сейчас очередей не было, мы вообще проскочили запас, то есть у нас это заняло, несколько минут, потому что до этого были большие очереди, там, наверное, по часу люди стояли, довольно интересно, при том, что мы выезжали, это был еще рабочий день, а сейчас вообще выходной, суббота. Интересно. Вот. Конечно, хорошая погода. Вот. И сейчас мы уже, вот там осталось ехать 224 километра, будем ехать по Австрии. Вот такая инфа. Тимофей Сергеевич, что там? Носик. Тимофей Сергеевич Носов. Что-то у него насморк начался. Все, приехали мы в отель. Сейчас будем заселяться. Отель у нас вообще крутой. Тимон любит жить в отелях. Это его вообще любовь. Тимофей, как тебе? Тима. И наш, собственно, скажем так, крайний номер в этом путешествии. Мы находимся где-то сейчас под Веной. Точнее, в Вене на окраине. И у нас номер с 2 этажами. Куда это положить? Думаю, куда тебе на постель, да? На стол положить, скажи. Тим боится выйти на балкон. Чем ты боишься выйти на балкон? Как я, такой, делать Текс. В общем, заселились мы в Австрии, в Вене. Номер я уже, в общем, показал. Сейчас у нас уже давно была идея попробовать прокатиться на метро. И сейчас вот мы пробуем доехать до центра. Заодно глянем, как там купить билеты и вообще, как там вся эта история устроена. Все, подобрались к станции, сейчас будем снимать, короче, и смотреть, как это купить. Так, покупаем билеты. Один трип — это full прайс. Красная зона, а нам нужно одну на красную зону, а потом... Интересно, если сколько вот до сюда дойти? Сюда, пешком. Пошли пройдемся, тут 15 минут идти, и мы уже точно потом проедем нормально. Ну давай. Короче, у нас только что была мега история. Мы были в большом количестве разных стран и всегда пользовались метро. И в Австрии мы первый раз не разобрались, как нам тупо попасть вообще на ту линию, которая надо. Ни одного слова на английском, просто какой-то трэш и ад. В общем, в итоге мы решили сейчас пройти пешком, потому что, если что, подъехать на Uber. Такие дела. Так, вторая попытка сесть на метро. Так, спровалидировали билетик. Вот здесь такая отметочка на нем. У входа у входа тусуются какие-то сомнительные личности, поэтому я там снимать не стал, чтобы там не вызывать лишний вопрос. Вот, сейчас будем пробовать садиться на метрошку. Да, реально, тут мы все, проехали 3 остановки. Ходим, выезжали на улице, заехали под землю. Хочу. Так, у нас здесь шницель. Шницель, который дико похож на схабову. Только схабова обычно в худшем случае стоит 30 злотых, а это стоит 30 евро. У Юли медальоны, боже, как это красиво выглядит, офигеть просто. Как я так сейчас вспомнил. Ну что, это вариант схабовой австрийской. Шницель? Приятного?
Но пиво, кстати, не фильтрованное идеально. Пробуем. Ну что? Ну, с тобой. Вот ты не хочешь говорить с тобой. Стало время десерта. Принесли вот такой красивый кофе. Кофе реально такой прям кинематографичный, я бы сказал. Тут я только что провтыкал такое шоу. Парень принес штрудель и так это красиво все полил. Вообще офигенно, подача, конечно. Я думаю, что эту точку обязательно надо оставить в комментариях к видео, закрепить, потому что место действительно стоит. Здесь ребята, они все русскоговорящие. И обслуживание просто вообще на уровне. Мы уже тут шутим, что мы привыкли там есть во всяких горных хранисках, там в лесу, там где там подходишь к кассе, и потом тебе в рупор говорят: «Номерок 64, Журик з яйком, попрошу отобрать». А тут, извините, пожалуйста, будьте любезны, подскажите, это прям вообще непривычно. Два года назад мы были в этом парке, это было лето, сейчас у нас уже такая поздняя осень. Снова приехали посмотреть. Вот это колесо. В прошлый раз я катался, не знаю, наверное, не пойду, просто сейчас это реально времени минут 40 уйдет. Все интересно я уже оттуда видел. Парк Протер – это старейший парк развлечений в Вене. Его открыл император Иосиф II в 1766 году. Главное здесь – это колесо обозрения, построенное в 1897 году. Диаметр 61 метр. С верхней точки отлично виден весь центр Вены и Дунай. Главный жилец отеля. Нет, вот это большая черная, вот это. Вот это. Едем на первый. Ну что же, у нас сегодня последний день нашего путешествия и отпуска. И мы сейчас выгуляем собаку. Вещи мы уже, в принципе, все сложили. Угорнули от того, как народ пользуется лифтом в Австрии. Причем, обратите внимание, что это не Хорватия была. Вот. Хотим в очередной раз написить на Австрию. И будем двигаться домой. А, да, только что видели офигенный кейс. Значит, короче, собрали мы 2 чемодана, 3 рюкзака, подушку собаки, короче, кучу барахла, забились в лифт. Забились в лифт, едем. Первый этаж остановился, второй этаж остановился, третий, открываются двери, стоят 2 китайца. И там место, просто мы вдвоем стоим, и там просто вот вообще мухи залезть некуда. Китаец начинает лезть туда к нам. Жена хорошо восстановила. Юльку с подушкой пытается выкинуть из лифта. Конечно, момент для истории не самый подходящий, но что делать? В смысле? Это же самая лучшая новость. Вот. Мы покакали. Мама, я покакал. Вот. Потом, значит, едем дальше. Вторая попытка. Уже с собакой выезжаем. Останавливаемся, открываются двери, там стоит семья, у них тоже там на 5 человек 30 рюкзаков, и явно наши. Потому что чувак такой даже не дернулся, чтобы зайти, просто такое выражение лица. Сколько можно уже ждать? И все.
Ого, мы выходим к озеру. Офигенский парк. Ну что ж, нам осталось до дома 57 километров. И даже как-то немного, Нам на самую туда полосу. даже немного жалко, что уже вот это все заканчивается. Скажу честно, в самом начале я так и думал, что так в конце будет, потому что мне вначале хотелось домой, потому что мне что-то там не очень все заходило, а сейчас я прям даже еще и не хочу домой. То есть нет, домой я хочу, но я бы еще хотел попутешествовать. Ты бы хотела, я уже, мне кажется, устала. Мне уже вот, ну, у нас сегодня был вариант заехать в Оломоуц погулять, погода сегодня прекрасная. А что ты делаешь? Ты проезжаешь просто так. Ай, бля, Ты же в Польше. Все. извините, это Хорватские замашки. профдеформация. Смотри аккуратно там сейчас. Точно, точно. Спасибо, что напомнила. То сейчас бы мы ехали бы куда не надо. Вот Тимофей лежит довольный, что его не повели гулять по Оломоуцу. Тимофей лежит в предвкушении еще одной баночки. Кстати, баночка должна быть в 3, а уже 4, а еще баночки нет. Вот. Так что родная Польша встречает. Ну что ж, вот мы и приехали домой. Выгружаемся. Тима, знаешь, где ты находишься? Куда, где выход, Тим? Что, сами пойдем? Да, пошли сами в эту квартиру. Тима, выходи. Тепло родного дома здесь, на берегах Вашингтон заходит вообще. Амура или дома. Вообще без вопросов. Я Тимати ходит. Ну что, Тим, куда, где твой дом? Показывай, куда? Ага.